Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. О личной жизни карты не рассказывают каждого из нас, но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И все равно какие-то подсказки вы для себя найдете, получите. Ведь слушая расклад, глядя на карты, каждый из нас продумывает какую-то свою ситуацию. Так вот, если мы говорим про события, первую карту достанем и спросим, что для вас, Козероги, завершится в последние дни декабря с уходящим годом, в чем вы можете поставить точку. Или само, может быть, словно уходит. Что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности, давайте достанем такую карту, с которыми вы можете столкнуться в последние дни декабря. И чем запомнится этот период уходящего года. Достанем 3 карты, как 3 важных события. Может быть и одно событие с какими-то составляющими. Итак, что же завершится? А здесь как будто приходит известие. И правда, вы можете завершить именно благодаря тому, что получите. Либо это будет письмо, либо, может быть, даже СМС, или чей-то звонок. Может быть, придется вам куда-то даже отправиться. По 8 жезлов есть наша реакция, как будто мы на что-то откликаемся. Это своего рода оказия. Быстрее решить какое-то дело, или завершить какое-либо дело, или сам по себе вопрос завершается, и известие об этом вы получаете и в чем-то можете ставить точку. Вот так тоже. Это карта скорости, и когда держать руку на пульсе нужно. Может быть, это как раз по интересующему вас вопросу, который в теперешний момент у вас как задача номер 1. Вполне вероятно. Давайте мы посмотрим, а что нового войдет в вашу жизнь. Вы знаете, для вас будут важны. Первое, это какие-то вопросы финансов вы будете решать для того, чтобы какая-то история, которая, может быть, прежде была со знаком минус, в плане как проигрыш по финансам был. И вот чтобы это не повторилось. И второй момент, с кем вы не нашли взаимопонимания, скорее всего, вы будете пересматривать свое окружение. Чтобы не было как раз, как и недостатков во взаимопонимании, или окружить себя людьми более надежными. Может быть, вы задумаетесь о смене статуса и где-то одновременно о финансовой стабильности. Вот вопросы финансов и отношений для вас это будет 2 темы, как будто они увязаны в одно единое целое. Давайте посмотрим, каковы же неожиданности. Не, а тут какое-то может быть предложение. Сама по себе карта паж жезлов, это карта импульса, правда? Вас могут куда-то пригласить, вы можете собираться в дорогу, хотя прежде, может быть, и не планировали какого-либо путешествия, а здесь у вас это проиграется. Для кого-то из вас это новости, которые связаны с детьми, может быть, детьми достаточно взрослыми даже, и как предложение это может быть. По этой карте это, знаете, какая-то тема, которая вам была интересна. Может быть, отчасти это ваше ремесло, у кого-то это новые возможности в вашем бизнесе, если у вас бизнес, или себя вообще попробовать в новом деле. У кого-то изучить как науку, может быть, пойти на курсы, может быть, языки кто-то будет учить. И для кого-либо из вас это совпадет с предложением, да, и как будто мне нужно добавить знаний или быть более востребованным специалистом, может быть и так. Или для кого-то, опять же, будет поставлена точка в каком-то вопросе, которым вы уже занимались прежде. Давайте мы посмотрим. Но это тоже где-то, это больше неожиданности, как начинание чего-то нового. И поэтому, как и завершается что-то, так и планы на будущее вы строите, видимо, из того, что в вашем, может быть, окружении происходит. Какие обстоятельства вас окружают? Есть взаимодействие между внешними факторами и вашими решениями. Чем запомнится этот период?
много возможностей. Тут надо будет выбирать что-то вам. Знаете, тут планов громадье, все-таки семерка кубков. Кстати, 7 это всегда своеобразная статика. И нам говорят, если любая активность, она происходит в 6 стадий. Почему любая 6? Это победы карта. И неважно, какой масти второго. И 7 это когда мы должны сохранить все то, чего вы уже достигли. И если семерка кубков называют картой иллюзорного успеха, вот с чем-то не ошибиться, выбрать правильное направление, вот этим запомнится вам конец декабря. И знаете, от вашего выбора, мои дорогие, будет зависеть ваше качество жизни. Вообще, эта карта еще и вдохновения, и новых планов, новых возможностей. И вот у нас выпадает, если импульс, да, тут может быть такое, что вас заинтересует совершенно новая область деятельности вашей, или какое-то новое дело, или новая тема, может быть, новый человек. Хотя нам не говорят ни про дружбу, ни про любовь, но, может быть, через людей, знаете, даже при случайном разговоре вы услышите нечто случайно и попробуйте применить это к себе. И тогда вам придется тоже делать своеобразный выбор. Давайте мы узнаем, что же за 3 важных события. У вас очень сильная позиция. Карта сила. Энергетика, как у карты мага. И она предполагает, где-то так за кулисами мы аккуратно действуем. Больше, конечно, манипулятор, хотя сама по себе карта огненная. И девушка держит льва на цепочке, и эмоции нам могут помешать. Здесь больше анализировать, взаимодействовать правильно с вашим окружением. Даже если вы хотите от кого-то отказаться или вы словно фильтруете это самое окружение, значит, это делать нужно, ну, как-то ловко, мои дорогие. Правда, может быть, и придется манипулировать. У вас задача сохранять те позиции, то, чего вы уже достигли. И как и свою собственную силу, свои собственные возможности и где-то свои собственные планы. Но с чем-то определяться придется. Знаете, мои дорогие козероги, видимо, вот в последние дни декабря к вам придет абсолютная уверенность, и ведь правда, мне как будто дышать становится легче. Почему-то говорю, потому что день за днем приближается тот период, когда Плутон выйдет из вашего знака зодиака, то есть окончательно где-то оставит. 21 января это, знаете, как игра по новым правилам. Мы прочувствуем, что, правда, мы входим в эпоху Водолея. Вот именно с переходом, точнее, в знак Водолей Плутона мы почувствуем, что какой-то гештальт закрыли. И вот для вас как раз, когда Плутон, он еще, правда, может вернуться осенью где-то в сентябре, но ненадолго, словно какой-то итог, окончательной, может быть, точки вы будете расставлять еще в 2024 году, но это ненадолго, и далеко не всех это будет касаться. Но вот именно в январе, и мы приближаемся к этому периоду, вы, правда, вздохнете свободно. Вот, может быть, прежде какая-то была, ну, вам даже могло казаться, словно воздух уплотняется, или как-то мне вот тяжело дышать, или сложно мне что-то осуществлять, или какое-либо дело идет со скрипом, а вот здесь нет. Здесь вы прочувствуете легкость, мои дорогие, правда, и свои возможности. Второе событие, ну, тут нам говорят, как и про благополучие, 10 пентаклей, про получение денег. По этой карте большое количество денег кто-то из вас получит, особенно, может быть, если та сумма, которая какое-то время задерживалась, вот здесь у вас как раз и это состоится. Но главное не замечтаться, не потратить не в том направлении финансы, будьте внимательны, потому что у нас все-таки семерка кубков присутствует, и чем запомнится. Есть как будто что тратить, и распределить все же, даже то, что есть, определенно стоит. Но это карта уверенности, как и в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. И когда у вас все под контролем. Шикарно событие. Карта силы, 10 пентаклей. Давайте третью посмотрим. Но вообще...
мои дорогие козероги. Действительно, чувство легкости, новое качество жизни. Вы постепенно оставляете прошлое в прошлом. Может быть, это с вашим знаком не так быстро происходит. И конфигурация Сатурна в следующем году вам, правда, веселее будет жить. И вот эта игра жизни, игра по новым правилам, она вас будет завораживать. И вы будете чувствовать, что правда, у меня ведь все получается. И вот по этой карте туз кубков, безусловно, приятные эмоции, счастье, радость, признание в любви, комплименты или, ну, просто какое-то хорошее событие, которое вас будет радовать, вдохновлять, мои дорогие. Туз кубков, амброзия через край. Рыбы, один из символов благополучия, процветания, изобилия, денежного достатка. И у нас всевидящее око изображено над кубком, и все фазы Луны, как будто не имеет значения, какая обстановка вокруг вас, или какие фазы Луны, да, на вас это где-то уже не влияет. Или вы очень мудро, как маг и волшебник, видите, что есть по факту, что я хочу осуществить, и чувствуете как и собственную значимость, так и вдохновение, так и собственную силу. Ну и где-то для кармана тут тоже радует. Шикарные какие-то события. Вот, правда, тут есть возможность как и с отношениями что-то решить, так и финансовый вопрос. И, может быть, это произойдет словно очень быстро. Будет, правда, какая-то оказия. Или придет возможность с каким-то сообщением. Так или иначе, мои дорогие козероги, перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.